Дежурство уже подходило к концу. Игорь Юрьевич провел 2 плановые операции и пил чай в своем кабинете. Молодой хирург думал о том, что сейчас заполнит листы назначений и можно будет собираться домой. Дома его ждала дочка. Вспомнив Сонечку, он улыбнулся. Представил, как девочка будет рассказывать, как прошел день, а перед сном он прочитает дочке сказку. В последние 5 лет, все время свободное от работы, Игорь уделял Сонечке. Этим он заполнял пустоту, которая была в его сердце после смерти жены. А еще он не хотел, чтобы девочка чувствовала недостаток любви, внимания и заботы из-за смерти мамы. Соня маму почти не помнила. Девочке не было и 3 лет, когда у Кристины обнаружили онкологическое заболевание. Это был как гром среди ясного неба. Ужасная беда так несправедливо ворвалась в молодую счастливую семью. Игорь и Кристина вместе учились в мединституте, вместе закончили интернатуру, родилась малышка. И вдруг страшный приговор – рак. Никакое лечение, никакие клиники не смогли помочь. Молодой женщины не стало через 2 месяца. Игорь, как медик, понимал, что не все виды онкологии поддаются лечению. Но горе его было невыносимо. Единственным утешением для Игоря было то, что родители его жили неподалеку и всегда приходили на помощь по уходу за внучкой. Хотя большая часть забот все равно легла на плечи безутешного вдовца. Но, может, это и спасло его от тяжелых мыслей и необдуманных поступков. От мыслей о дочке хирурга оторвала дежурная медсестра. «Игорь Юрьевич, срочно спуститесь в приемный покой. Травма, ДТП». «Ну вот, под конец смены», – подумал хирург. Пострадавшей была молодая женщина. Уже при беглом осмотре стало ясно – множественные переломы, большая потеря крови. Игорь Юрьевич коротко отдал распоряжение. «Срочно в операционную. Вызывайте анестезиолога». В холле на него прямо налетел мужчина в полицейской форме. «Ты доктор? Смотри, если с моей женой что-то случится, если операция пойдет не так, я тебе не завидую». «Не лучшая идея угрожать хирургу перед сложной операцией», – спокойно ответил Игорь. Пожал плечами и пошел готовиться к операции. Игорь Юрьевич хоть и был молод, но хирург, как говорят, от Бога. Недаром он пользовался уважением и коллег, и начальства больницы. Больше 2 часов врач боролся за жизнь молодой женщины. Случай действительно был тяжелый. Левую ногу нужно было просто собирать по частям. Наконец он устало вышел из операционной. А к нему уже бежал муж пациентки. Сейчас он не выглядел грозным. Лицо было бледным, руки тряслись. Он уже был открыл рот, но врач опередил его. Операция прошла успешно. Ее жизни ничего не угрожает. Теперь вашей жене предстоит долгая реабилитация. Фактически ей заново придется учиться ходить. Когда Игорь добрался домой, Соня уже спала, хотя было еще не слишком поздно. Мать Игоря объяснила, что у внучки поднялась температура, начался кашель. Я дала ей лекарство, жар спал, и она заснула. Но завтра в школу не пойдет, я посижу с ней, сказала она. Светлана Ивановна тоже была медиком и до самой пенсии проработала в детской больнице, поэтому он полностью доверял ей лечение дочери и сам решил лечь спать пораньше. День выдался тяжелый, а завтра опять на дежурство. Наутро в больнице он опять встретил мужа своей вчерашней пациентки. «Игорь Юрьевич, вы Извините меня за вчерашнюю сцену. Я так переволновался, сам не понимал, что несу». «Могу вас понять», – сухо отозвался хирург. «Я вам сильно обязан. Если возникнут проблемы, звоните», – сказал мужчина и протянул Игорю свою визитную карточку. Врач рассеянно повертел маленький кусочек картона в руках. Он с трудом мог представить себе ситуацию, в которой бы ему понадобилась помощь полиции, но на всякий случай положил карточку в карман. Смена прошла спокойно, даже как-то незаметно. Несколько плановых операций, к счастью, все они были довольно легкими. Впереди были выходные.
Игорь не спеша ехал домой на своем стареньком «Опеле». Их дом располагался недалеко в пригороде. Ехать нужно было по трассе. На обочине дороги он заметил бабулю. Ее нельзя было не заметить в розовых брюках, в яркой разноцветной кофте и в широкополой шляпе. Перед ней на раскладном столике стояли различные банки. Привычное занятие для людей, живущих у оживленной трассы. Продавать дары со своего сада и огорода. И немного зарабатывать таким образом. Игорь притормозил возле торговки. Круглолицая женщина приветливо улыбнулась. «Бери, милок, варенье свое домашнее. За качество и вкус отвечаю. Свежее, вкусное. А цвет какой?» Игорь вспомнил, как в детстве, когда он болел, бабушка всегда поила чаем с малиновым вареньем. Это было самое вкусное лечение. Поэтому он и купил у бабули баночку малинового варенья для дочки. Вскоре мужчина уже припарковал машину у своего дома и быстро поднялся на 3-й этаж. Светлана Ивановна ему тут же доложила. «Сонечке уже лучше. Вон с дедом в конструкторы лего собирают. Но кашель еще и сильный. Мамуль, ставь чайник. Сейчас все вместе чайку с вареньем попьем». Варенье действительно оказалось хорошим, тягучим, ароматным. «Соня, отец, что вы там заигрались? Приходите, чаевничать будем», — позвал Игорь. Потом вся семья сидела на кухне и пила чай с малиновым вареньем. Они немного поболтали, и вскоре родители Игоря стали собираться к себе домой. Чашки уже убрали со стола. Мужчина собирался закрыть банку и вдруг увидел такое, что на минуту потерял дар речи. На внутренней стороне крышки, криво и неразборчиво, так как будто писали второпях, было нацарапано одно единственное слово. «Помогите», — гласила надпись на крышке. «Что бы это значило?» — пробормотал Игорь себе под нос. Он внимательно рассмотрел крышку со всех сторон, как бы стараясь найти подсказку, но ничего не нашел подозрительного. Может, это чья-то дурацкая шутка? Но что-то подсказывало Игорю, что нет. Но кому требовалась помощь и зачем просить ее таким странным образом? Если это бабуля, которая стояла у дороги, она бы могла и так сказать об этом. Да и не выглядела она так, как будто ей нужна помощь. Мужчина решительно закрутил банку и решил, что утро вечера мудренее. Подумай об этом завтра. На утро Сонечка чувствовала себя лучше. Это было волшебное варенье, шутку говорил ей Игорь, а сам продолжал думать о странном послании на крышке. Единственная зацепка, которая у него была, это торговка в шляпе. В этот день у хирурга был выходной, поэтому он решил съездить и разузнать все на месте. Бабуля узнала вчерашнего покупателя. «Понравилось варенье? А возьми теперь еще сливовое или смородина. Мне бы точно такое, как вчера, малиновое». Но торговка объяснила, что она не сама все это варенье делает. Некоторые односельчане, у которых нет времени самим сидеть у трассы, дают ей на продажу. «А кто это малиновое вам дал?» «Да это Людка, соседка моя. Она хорошая, аккуратная, хозяйственная. У нее всегда отличное варенье». Старушка принялась рассказывать, что ее соседка Люда живет одна с маленьким сыном. Вот и приходится подрабатывать как может. А последние дни она Людку почти и не видит. Раньше, бывало, женщина заходила к ней поболтать, а в этот раз через забор несколько баночек передала. И молчаливая какая-то, и сынишки что-то во дворе не видно. Игорь попросил бабулю показать ему дом, в котором живет Людмила. Эта история все больше казалась ему подозрительной, и он твердо решил выяснить, в чем тут дело. Мужчина подошел к невысокому забору указанного дома и стал стучать, а в ответ тишина. «Эй, хозяюшка, мне бы варенье вашего купить!» – прокричал он. Но ему никто не отвечал. И тут Игорь увидел, что в окне показалось лицо молодой женщины. Она смотрела прямо на него. Они встретились взглядами всего на несколько мгновений. Потом женщина исчезла из окна, и занавески были задернуты. Игорь еще постучал немного, но так и ушел ни с чем. Однако ему стало ясно, что это не просто чья-то глупая шутка. По дороге в город мужчина размышлял, как ему поступить в подобной ситуации. Заявить в полицию? А что он может предъявить? Крышку от банки? Станут ли они возиться с этим делом?
И тут Игорь вспомнил о визитной карточке, которую ему вчера оставил муж пациентки. Он достал ее, подумал еще пару минут и решительно набрал номер. «Дмитрий, здравствуйте, это Игорь. Я оперировал вашу жену. Помните? Такое забудешь?» Услышал он в ответ знакомый голос. «Вы предложили мне помощь в случае необходимости». И вот она понадобилась. Игорь вкратце описал свою ситуацию. Некоторое время в трубке было молчание. Судя по всему, Дмитрий обдумывал услышанное. Наконец-то он ответил. «По-моему, вы ерундой занимаетесь». Но Игорь напомнил. «Вы же сами сказали, что мой должник. Всего-то нужно съездить проверить, все ли там в порядке». «Ладно, диктуйте номер», — наконец согласился полицейский. Несколько дней от Дмитрия не было никаких известий. Игорь уже стал думать, правильно ли он поступил. Может быть, стоило подать официальное заявление в полицию? Тогда они бы были обязаны провести расследование. А так ничего не понятно. И дергать человека неудобно. Игорь пытался отрешиться от этой проблемы, заполняя свои мысли работой, выздоравливающей Сонечкой. И вот, наконец, раздался звонок от Дмитрия. Игорь сразу снял трубку. «Ну что там? Вы у меня прям ангел-хранитель». Голос полицейского звучал чрезвычайно довольно. «Вы оказались правы. В доме этой девушки с вареньем скрывался беглый преступник. Очень опасный рецидивист. У нас теперь весь отдел голову ломает, как я про это узнал. Повышение обещают и премию хорошую. Рад за вас», — ответил Игорь. «Да вот еще. Людмила просит увидеть своего спасителя. Вы бы как-то заехали к ней». Решив не откладывать это дело в долгий ящик, Игорь в тот же день отправился по знакомому адресу. Услышав звук подъехавшей машины, Людмила сразу же выбежала из дома. «Здравствуйте. Вы же меня прямо спасли. Я даже не знаю, как вас зовут». «Игорь. Меня зовут». «Да я, в общем, ничего такого и не сделал», — смущенно ответил мужчина. «Не скромничайте. У меня было очень мало надежды, что кто-то купит варенье, что прочитает надпись. Вы бы могли просто выбросить крышку, посчитав это глупой шуткой. А уж как вам удалось уговорить полицию приехать, я вообще не представляю». И Люда рассказала, как она попала в такую ситуацию. Был у нее когда-то муж непутевый. Толку от него не было никакого. Работать не хотел. Если удавалось где-то денег раздобыть, то тут же пропивал. Вечно у него были какие-то подозрительные знакомые. Уже несколько лет его нет в живых, но до сих пор от него проблемы. Зэк этот говорил, что муженек мой покойный ему задолжал. Честно говоря, меня это и не удивило. Генка с кем только не водился. Вполне возможно, и с этими уголовниками. Только зря он искал. Не было у нас в доме денег, продолжала свою историю женщина. Но зэк продолжал поиски по всему дому. Говорил, что не уйдет, пока не найдет то, что ему принадлежит. Первым делом он отобрал у женщины телефон, чтобы та не смогла никуда сообщить. Он постоянно запугивал Людмилу и сына, не разрешал никуда выходить. Кое-как удалось уговорить бандита, и он разрешил передать соседке варенье на продажу. Только предупредил, если хоть кому слово скажешь, помни, твой пацан у меня. Это просто чудо, что банка попала к вам. Взволнованно закончила свой рассказ Людмила. «Хорошо, что все хорошо кончается», – философски заключил Игорь. Молодые люди продолжали после этого общаться. Игорь в свободное время стал приезжать в сельский дом, чтобы помочь одинокой женщине по хозяйству. Люда, в свою очередь, стала оставаться с Соней, когда Игорь был на дежурстве. Ее сын был примерно того же возраста, и дети быстро нашли общий язык. В мае Люда предложила: «Приезжайте к нам с Соней на все лето. У нас здесь свежий воздух, фрукты, лес, речка недалеко». Игорь с удовольствием согласился. Отсюда и до работы было недалеко, и дочке здесь очень нравилось. Но самое главное, он чувствовал, что его все больше тянет к этой женщине. Ему хотелось быть рядом с ней. Однажды Люда попросила помочь с небольшим ремонтом. В одной из комнат она обнаружила отошедшую доску в полу, которую надо было как-то поставить на место. Мужчина тут же согласился. Но как только он потянул перекошенную доску, она хрустнула и развалилась пополам.
Открыв нишу под полом, Игорь тут же позвал хозяйку дома и продемонстрировал ей свою находку. В нише они увидели мешок. С первого взгляда было видно, что в нем что-то тяжелое. «Похоже на то, что искал твой незваный гость», – задумчиво проговорил Игорь. «Я бы не стала его трогать. Мало ли что могли прятать уголовники. Нужно заявить в полицию», – ответила Людмила. «У меня есть идея получше», – сказал Игорь. Набрал уже знакомый номер Дмитрия и рассказал ему о странной находке. Группа полицейских во главе с Дмитрием приехала довольно быстро. Они осторожно извлекли мешок из-под пола. Когда веревка, которой была стянута горловина мешка, была развязана, все присутствующие одновременно ахнули. «Поздравляю, господа! Вы обнаружили самый настоящий клад!» – присвистнул Дмитрий. Мешок под завязку был заполнен золотом, причем не монетами или слитками, а не обработанными самородками. Находка была оформлена надлежащим образом, и клад был передан государству. А Игорь и Людмила получили причитающееся по закону вознаграждение. Частью денег они поделились с Дмитрием на дальнейшее лечение жены. Дмитрий за раскрытие этого дела снова получил повышение. Он не мог раскрыть всех тайн следствия, только сообщил, что давно уже ищет банду преступников, добывавших золото незаконным путем. Возможно, они передали бывшему мужу Людмилы его на хранение, или он сам нашел их тайник и решил перепрятать, но, вероятно, был запуган, что не решался тратить. Сумма, полученная за находку клада, была немаленькой. Люда сделала в доме ремонт, купила новую мебель и бытовую технику. Игорь купил новую большую машину взамен своего старенького «Опеля», который уже часто барахлил. Соня и Леша получили по новенькому велосипеду. Часть денег положили в банк под проценты. А то, что осталось, дружно решили потратить на то, чтобы отметить давно намечавшееся событие. Игорь сделал Люде предложение, и она с радостью согласилась. Более счастливыми, чем сами молодожены, казались их дети. Соня и Леша успели сдружиться за последнее время. По сути, они считали себя братом и сестрой, а теперь они уже официально стали одной семьей. Игорь остался жить в сельском доме. Городскую квартиру решили пока сдавать. Родители Игоря часто приезжали навещать своих теперь уже двоих внуков. Вместе они дружно рассаживались за большим столом и пили чай, обязательно с малиновым вареньем, которое стало как бы счастливым оберегом, талисманом для их семьи. В один из таких чаепитий Игорь с гордостью рассказывал родителям, что весной он затеял делать пристройку к дому. «Нужно расширять дом. Скоро нам здесь будет тесно. У нас ожидается пополнение в семье». И УЗИ показало, что это будет двойня.